Балет всегда привлекал кинематографистов своей противоречивостью. Где еще можно найти такой разительный контраст между внешней красотой, покрытой романтическим флером, и сложной, иногда уродливой изнанкой? Неудивительно, что время от времени появляются новые фильмы и сериалы балетной тематики. Сегодня хочется поделиться с вами впечатлениями о некоторых из них. География будет широкая. Поговорим о фильмах, снятых в Чехии, Германии, Испании, США, Австралии, а также у нас. Кстати, когда канал только-только появился, я делала видео про советские и российские фильмы о балете. Оно, конечно, очень смешное, в стиле «говорящая голова», да и держаться перед камерой я как-то совсем не умела, но на всякий случай оставлю вам ссылку, вдруг кому-то пригодится. Молодая балерина получает партию Жизели после загадочной гибели Примы, спрыгнувшей с крыши небоскреба. В то же время в труппу приходит юная застенчивая девушка, чей талант по-настоящему раскрывается только тогда, когда она погружается в свой выдуманный мир, где время замирает и все вокруг превращаются в стеклянные фигуры. Между девушками завязывается близкая дружба, которая в итоге ничем хорошим не закончится. Атмосфера, некоторые кадры, внезапный сюжетный поворот с убийством очень напомнили мне много-много лет назад просмотренный фильм создателя «Властелин колец» Питера Джексона «Небесные создания». Кажется, режиссер «Хрустальных девушек» все-таки вдохновлялся созданиями. Здесь, конечно, много черт наших любимых балетных триллеров. Гиперопекающая мать через ребенка, пытающаяся реализовать свои детские мечты. Конкурирующая с главной героиней антагонистка. Жесткая женщина-худрук, которая не гнушается никакими средствами на пути к цели. В общем, классика. Привет, черный лебедь. Мне понравились актрисы и существующая между ними химия. Пола Лосада и Мария Педраса – профессиональные балерины. Уже за один этот факт можно поблагодарить создателей. Если честно, обе девушки не показались мне безмерно талантливыми классическими танцовщицами, но у них, в отличие от той же Натали Портман из «Лебедя», есть крепкая база, и это уже хорошо. Этот безумно красивый и атмосферный фильм наполнен всеми балетными клише, которые только могут прийти в голову. Стертые в кровь пальцы, украденные ленточки от пуантов, коварство, ведущее к травме соперницы, запрещенные вещества, дружно употребляемые всей школой, условие, что в конкурсе победит не та пара, которая будет много работать и покажет хороший результат, а та, в которой у партнеров больше влечения друг к другу. В общем, думаю, можно не продолжать. Некоторые локации и сцены восхитительно сняты, но у людей, имеющих какое-то представление о балетных реалиях, кое-что вызовет недоумение. Чего стоит одна комната якобы в интернате Парижской оперы. Впрочем, я бы советовала абстрагироваться, не искать в фильме правды о театральной жизни, сосредоточиться на визуальной стороне и драматургии. Главные героини в исполнении Дианы Сильверс и Кристин Фросет, в отличие от актрис «Хрустальных девушек», профессионального балетного образования, кажется, не имеют. Но обе опять-таки настолько красивые, что просто глаз не оторвать. Если вы умеете наслаждаться эстетикой кино, если любите драматические коллизии, думаю, фильм вам понравится. Ожидаемый всеми любителями балета российский сериал получился неплохим хотя бы потому, что там нет традиционных дурацких клише, вроде стекла в пуантах. Уже за это можно многое простить. В целом, балетные фрагменты достаточно реалистичны, и, конечно, приятно видеть в разных ролях артистов Стасика и других театров. Самыми забавными, на мой взгляд, тут были два момента. Трио стервозных прим, где, по крайней мере, одна балерина, явно этого не осознавая, точно сыграла саму себя. И сюжетная линия сотрудницы администрации, которую хореограф выбрала в качестве танцовщицы для своего проекта. Сомневаюсь, что такой поворот дирекция когда-нибудь допустила бы. А вообще, балет совсем не про балет. Среди главных тем я бы назвала трудности кулуарных межличностных отношений и своеобразную «Игру престолов». Сюжет завязан на истории Руты Майерс, хореографини, вернувшейся в родной театр для постановки нового балета. Труппу возглавляет некогда предавший ее бывший возлюбленный. Свободолюбивая Рута в исполнении Аллы Сигаловой пытается прорваться сквозь стену неприятия экспериментов со стороны консервативной театральной структуры и параллельно разобраться с призраками прошлого. Если говорить об актерской игре, то лично мне молодняк показался гораздо более убедительным, чем старшее поколение.
На самом деле балетные, играя в кино, зачастую чувствуют себя не в своей тарелке, и зрителю это очень заметно. Но здесь такого впечатления не было. Моя сестра в детстве обожала чешский фильм «Три орешка для Золушки». И собираясь смотреть «Озерную королеву» или «Лебединое озеро», я ожидала увидеть что-то подобное. Но, увы, фильм о принцессе-лебеде значительно уступает «Золушке». От балета здесь осталось только имя главной героини и образы превращенных в лебедей принцесс. В остальном сюжет никак не перекликается с балетным шедевром. Принцесс похитила и заколдовала озерная ведьма, чтобы избавиться от соперницы в борьбе за принца Виктора, наследника самого большого королевства. Пленницам приходится сортировать жемчужины и разучивать лебединый танец. Тех, кто навлек на себя гнев королевы, бросают на съедение страшному монстру, от вида которого современный зритель будет смеяться до колик. Декорации минимальны. У некоторых героев настолько мало реплик, что вообще непонятно, зачем они тут нужны. История откровенно слабая, и даже при просмотре на скорости 2х вызывает лишь недоумение. В общем, «Озерная королева» не та обаятельная сказка, которую захочется пересматривать и рекомендовать друзьям. Испанский сериал про Академию талантов привлек мое внимание в первую очередь тем, что в нем играет сестра Пенелопы Круз Моника, профессиональная балерина и артистка труппы Хоакина Кортеса. Для Испании «Танцы под звездами» – культовый сериал нулевых. Многие на нем выросли и потому питают к нему нежные чувства. Но если смотреть его во взрослом возрасте, без такой предыстории, сериал кажется смешным и таким мелодраматичным, что вскоре начинает сводить зубы. Судите сами. Талантливый парень не попадает на прослушивание, но пробирается в школу ночью и устраивает перформанс, после которого, естественно, его сразу берут. Богатая девочка внешне надменна, но в душе грустит из-за холодности отца, который откупается от нее подарками. Также в классе учится застенчивая домашняя девочка, которая, конечно же, тут раскрепостится. Преподавателем классики становится стриптизерша с прошлым примы, которой директор академии дает второй шанс. Как вы видите, собрали просто все, что можно было. Я, честно, осилила парочку серий на скорости 2х. Но, возможно, кого-то из вас сериал наоборот покорит своей бесхитростностью и атмосферой нулевых. Милый семейный сериал, в котором рассказывается история мечтающей о Бродвее танцовщицы, невольно застрявшей в крошечном городке. В городке этом есть такая же небольшая балетная студия, куда героиня приходит преподавать и в каком-то смысле находит себя. В балеринах море штампов и нелепостей. Балета тут мало, да и тот, что есть, по правде говоря, совсем слабенький, на любительском уровне со всеми вытекающими последствиями. Несмотря на слабые танцевальные навыки, девочки-балерины достаточно симпатичные. Наверное, детям и подросткам они понравятся. А вообще сюжет скорее сосредоточен не на учебном процессе, а на взаимоотношениях педагогов. Обеих играют бродвейские звезды Саттон Фостер и Келли Бишоп, на чьей харизме сериал и держится. Знакомясь с биографией этих актрис, я как-то плавно перешла к истории танца на Бродвее. И это казалось так увлекательно и интересно, что, мне кажется, вас неизбежно ждет видео на эту тему. И снова говорим о сериале, который в стране производства стал безумно любимым и почти легендарным. Австралийские подростки с ума сходили по академии и главным героям. Возможно, ваших знакомых подростков он тоже зацепит. История о детской мечте, взрослении, первая влюбленность, школьные будни, поиск себя, дружба, соперничество, и роскошные виды Сиднея в качестве бонуса. Главная героиня, провинциальная девочка Тара, вместо станка, использующая забор на отцовской ферме, мечтает стать прима-балериной. И все бы ничего, только у актрисы, замечательной и милой, нет ни формы, ни достаточных навыков, чтобы мы могли поверить в возможность исполнения мечты ее героини. В целом, это моя личная большая боль, из-за которой не получилось осилить даже несколько серий. Да, ребята не профессионалы. И да, в Австралии другая ситуация с балетом. Но крайне тяжело всерьез воспринимать этих пухленьких коренастеньких девочек без линий и приличной выворотности. Не хочу как-то их обидеть, но я привыкла к другой балетной эстетике. Может быть, вы начнете смотреть танцевальную академию и не согласитесь со мной. Тогда обязательно напишите о своих впечатлениях. На сегодня все. Но если честно, когда я монтировала это видео, нашла еще несколько фильмов о балете.
Скажите, пожалуйста, было бы вам интересно посмотреть часть 3 и вообще нравится ли вам такой формат? Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте ему лайк и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Спасибо за просмотр и до встречи!